Не дайте i8 себя одурачить. Под эмоциональной внешностью прячется очень рациональный автомобиль. Даже такая чувственная деталь, как подъемная дверь, для немцев практичный элемент. Двери-крылья — это решение проблемы, лежащей в багажнике, куда убирается зарядный кабель. Все. Вот такой смешной багажничек. Туда лучше ничего не класть, кроме кабеля, из-за сильного жара бензинового двигателя, если только пиццу. Основное место для поклажи — задние сиденья, значит, для доступа к ним нужен длинный проем. С обычной распашной дверью понадобилось бы 2 парковочных места, чтобы свободно попасть за руль, а так всего полметра. А вот садиться сюда, как в классический Mercedes SL. Порог, сиденье и забрасываешь ноги. И никакого сервопривода. Ручку двери и на себя. Нажатие на кнопку, короткий звуковой сигнал. И все, мы готовы. У меня активирован режим e-drive. Я буду ехать строго пока на электричестве. Машина обещает, что его хватит на 11 километров. Вообще полной батареи должно хватать почти на 40, но тестовые машины заряжены лишь частично. Все равно меня больше интересует силовой, гибридный режим. Для машины с 3-цилиндровым турбомотором i8 басит вполне спортивно. И еще добавляет шарма высокочастотный свист тягового электромотора. Ну а легкая искусственность голоса малолитражному гибриду простительна. Передний электродвигатель развивает 131 лошадиную силу. Сзади смонтирован наддувный 3-цилиндровый моторчик от Mini, который форсировали до 231. И хотя i8 ни разу не пушинка, вот этой суммарной отдачи в 362 лошади достаточно, чтобы, например, набрать сотню за 4,4 секунды, а максималка ограничена на уровне в 250 км в час, прям как у больших. У i8 не только паспортная динамика на уровне быстрейших эмок. Гибрид еще и стоит, как М6. Но тут нет даже намека на М-злость. Градус эмоций гораздо ниже. Из-за среднемоторной компоновки внешне i8 моментально ассоциируется с BMW M1, самой первой М-кой. Но здесь мягкие отклики на все управляющие действия, хорошая плавность хода. И вообще по характеру это реинкарнация скорее 8-й серии. Не зря все-таки для индекса выбрали 8. Интересно, что i8 ставили на ноги те же люди, что проектировали купе 6-й серии. Думаю, отсюда и повадки большого гран-туризма. И все же немцы называют i8 именно спорткаром. У него самый низкий среди всех BMW центр тяжести, идеальная развесовка, а скрученные болтами вместе алюминиевое шасси и композитный жилой отсек не уступают в жесткости стальным несущим кузовам. Ну что сказать. Для автомобиля с таким спортивным имиджем у i8 могло быть поменьше недостаточной поворачиваемости. Хочется, чтобы и под сброс газа он чуть охотнее доворачивался внутрь виража и под тягой, может быть, и еще заруливал. Но не надо забывать, что все-таки хоть и электрический, но полный привод. Трансмиссия настроена с акцентом на курсовую устойчивость. Поэтому под тягой i8 распрямляет траекторию. А главное, тут очень узкие шины. У нас, правда, опциональные пошире, но в базе здесь спереди ширина покрышек не превышает 195 мм. Плохо представляю машину в такой спецификации где-нибудь на гоночном треке. Все здесь, от легкого руля до эргономики, рассчитано на неутомительную ежедневную эксплуатацию, потому что без нее существование дорогущего гибрида теряет всякий смысл. Передняя панель расположена низко, посадка кажется высокой. Нормальная обзорность, а даже назад что-то видно, обеспечивает хорошее чувство габаритов. В отличие от других среднемоторных спорткаров, эта машина не кажется слишком большой. Из-за этого чувствуешь себя комфортно на тесных итальянских дорожках. Здесь такая традиционная центральная консоль, вполне себе привычный джойстик автомата, как на других машинах. Кнопки, опять же, не какой-нибудь там модный iPad. Чувствуется, что покупатель этой машины возрастной, и его не надо шокировать. Пусть офигевают те, кто снаружи смотрит на машину.
Можно любить или ненавидеть дизайн BMW, но все равно нужно признать, что он ярок и самобытен. Баварцы сегодня выпускают множество броских машин. И чтобы выделиться на их фоне, нужно совершить нечто экстраординарное. Такое ощущение, что свой новый гибридный спорткар они приволокли сюда из будущего. У i8 все признаки харизматика. Посадочная формула 2+2. Углеволокна намотано на 2 расстояния от Земли до Луны. Экологичное производство на заводе, питающемся ветром. И за всем этим стоит европейская корпорация, знающая толк в премиуме. И, естественно, столпы общества да медийные лица встают в очередь. У богемы уже был Prius, есть модная Tesla. Но, во-первых, не всем нужен чистый электрокар, а во-вторых, даже среди неформальной публики, нонконформистов, есть поклонники больших брендов. И для них экстравагантный гибрид BMW – очень удачный выбор. Прежде к такой внешности обязательно прилагались бы прожорливый двигатель и жесткая подвеска. А i8, даже будучи черным и лысым, остается белым и пушистым, причем не только в отношении клиента. Интерьер здесь футуристичен ровно настолько, чтобы вдруг в одночасье не постарели все остальные автомобили BMW. В этом смысле i3 беспощаднее к современникам. Я лично за чистоту жанра. Поэтому из двух i-машин мне больше нравится революционный ситикар. i3 лучше подходит для города, он дружелюбнее, в нем нет понтов i8. Здесь необычная архитектура, оригинальные материалы. Это ни на что не похоже. Чистый электромобиль, запас хода вот обещает мне в районе 100 километров. В i3 вот это дуновение будущего, оно лучше ощущается. Ты получаешь больше необычных ездовых впечатлений. Это стоит своих денег. Именно i3 является носителем вот этой заново сформированной ДНК i-бренда. i8 просто работает на твой имидж. i3 позволяет тебе стать автомобилистом новой формации. Когда ставишь рядом две BMW-шные i-машины, кажется, что вот i8 – это суперзвезда, а i3 так, служка на побегушках. Ничего подобного. Если бы в автопроме раздавали Оскары, i8 получил бы премию в лучшем случае за роль второго плана, а то бы просто остался в номинантах. Настоящий оскароносец – вот. Ну и, конечно, золотую статуэтку режиссеру и дизайнерам за лучшие спецэффекты.